улыбчивого всем настроения. Я в скверике. Очень приятно проводить здесь время. Обожаю кормить голубей. Они всегда тебе так рады и всегда такие голодные. Просто сколько ни насыпь, они все съедают. Сейчас я немножко погуляю, выпью кофе, накормлю голубей и пойду дальше вязать свои игрушечки. Итак, я уже дома в своей маленькой мастерской. Сейчас у нас очень жарко и, не знаю, энергия у меня на нуле. Чувствую себя как вареный огурец. Мое самое любимое время для вязания — это зима-осень, когда прохладно, когда ты можешь вязать, не знаю, с чашечкой чая в теплых носках. Это для меня более комфортное время, чем сейчас летнее, когда душно, жарко и тебя ничего вообще не спасает. Сейчас у меня немножечко маленькая уборка. Дальше у меня по плану был заказ, комплект, погремушка и длинноухий зайка, но заказ отменился. Да, такое бывает. Ничего страшного. Что делать в таких случаях, если заказчик передумал и отменил заказ, хотя мы несколько дней обговаривали условия, обговаривали цвет. Но что-то у человека случилось, что он не может сейчас сделать заказ или оплатить, или у него какие-то другие планы. Что я делаю в этом случае? Пишу сообщение, что ничего страшного, когда вы будете готовы сделать заказ или возобновить этот, или сделать новый, пишите мне в любое время. Для вас я с удовольствием сделаю любую игрушечку. Смайлики, сердечки, чтобы человек максимально понимал, что вы не злитесь и не обижены, и что все в порядке, что я с радостью буду ждать, когда у вас ситуация выровняется или вы захотите сделать заказик. На моей вязальной практике таких случаев было где-то штук 6, наверное. Причем некоторые заказы были отменены еще до вязания, как этот. Это идеальный вариант, когда ты еще ничего не успела начать, и когда ты не потратила времени. Это вообще замечательно. Это плохо, конечно, когда заказ отменяется, но то, что ты не потратила времени, это уже хорошо. Было у меня два заказа, которые отменились уже по изготовлению, и я уже ждала адрес для отправки. Человек написал, что извините, у меня форс-мажорные обстоятельства, и я не могу выкупить посылку. В таких случаях я пишу точно так же, что ничего страшного, будете готовы забрать, посылочка вас будет ждать неделю. Если за неделю вы не сможете выкупить, ничего страшного, в любое другое время вы можете возобновить заказ или сделать другой, и я с радостью вам сделаю игрушечку, ту, которую вы хотите. Я не беру предоплаты. Когда я беру заказ, я не беру предоплату, и я не беру оплату наперед. Я знаю, что некоторые девочки так делают, чтобы свести к минимуму такие риски, но я считаю, что у меня очень мало было отказных, и те девочки из этих 6 отказов, 2 ко мне вернулись и сделали заказ по новой. Поэтому я не считаю нужным брать залог или какой-то там процент оплаты наперед.
Я в своих игрушках уверена, поэтому даже если у меня есть какой-то там отказной заказ и пару игрушек у меня осталось дома, не проблема, они уйдут в другие дома. И поэтому денежек я наперед и предоплат, и оплат наперед я не беру. Это дало мне еще больше свободного времени. Сейчас я решила сделать маленькую влажную уборку у себя в мастерской. Я делаю это частенько, особенно в перерывах, когда у меня нечего делать. В таких коробочках я храню обычно бусинки, всякие разные пуговки, всякие разные мелочи. И мне просто нравятся эти маленькие коробочки. Нравятся такие контейнеры, когда все закрыто. Здесь вообще минимизируется попадание пыли. Здесь, конечно, да, это стоит долго, периодически я их пылесошу, эти цветочки. И у меня всегда под рукой влажные салфетки, которыми я протираю свою рабочую поверхность. Во избежание всяких минимизировать пылинки и шерстинки, которые неизбежны при работе с пряжей, с синтепухом. Поэтому сейчас я все здесь протру и покажу вам, что у меня связалось и что я буду делать дальше. Сейчас, если честно, вообще ничего не хочется делать. Заказиков сейчас не так уж много, ну, они есть, и я не прекращаю вязать, что очень радует. Так, это сюда, это сюда. Здесь у меня пустые корзинки. У меня есть долгострои, которые я вяжу долго, которые я вяжу про запас, которые я вяжу заготовки, чтобы потом, когда будет заказ, я смогла это быстро собрать и получить готовую игрушку. Я не очень люблю делать полностью целиком. Ну, знаете, мне кажется, когда ты вот перед заказом ты ее собираешь, оформляешь, она прям как свеженькая, как свежая булочка. А когда ты ее сделаешь, и она лежит у тебя долго в корзинке, например, то, что ты планировала продать, например, игрушечки, бывают такие, что тебе очень нравится, не так, мне очень нравится, и я их связала, например, погремушки Мишки Тедди, когда-то очень давно делала, они мне очень нравились. И я прям их сделала несколько штук, думала, что их прям раскупят быстро. Но они лежали, да, их раскупили, но это заняло какое-то время. Они лежали в коробочке, в пакетике, без доступа там, к пыли и всему остальному. Но это все-таки как со склада готовой продукции. А мне нравится вот, чтобы вот с пылу с жару, что ты вот ее вот сделала, и она прям еще такая вот помнит тепло твоих рук, и ты ее сразу упаковываешь и отправляешь. Это, конечно, ну, мне нравится больше. Такие у меня здесь лежат заготовочки на овечек. Кто помнит моих плюшевых овечек, я когда-то сделала закупку пряжи плюшевой и вязала зайчиков. Ну, зайчики как-то у меня не прижились, а вот овечки, да, их периодически заказывают, поэтому я навязала вот так мелких деталей руки, ноги, потому что это самый-самый такой трудоемкий процесс, навязать вот таких малепусеньких деталек. И здесь мне останется сделать только
тельце из плюшевой пряжи, которая вяжется буквально там за 10-15 минут. Собрать, оформить, и игрушечка будет готова. Такие детальки я обычно храню или в больших коробках пластиковых, которые закрываются крышкой, или в таких корзинках, которые более-менее закрыты. Так. Здесь все протерла. Те игрушки, которые я вяжу периодически и возвращаюсь к ним, они у меня просто живут в отдельных корзинках. Так, еще одна салфетка. Салфеточки у меня под рукой всегда. И периодически, когда у меня вот такое пустое время, я протираю. Обычно раз в год я провожу мега большую, огромную генеральную уборку. Полностью все перебираю свои запасы. По всем шкафчикам все открываю, все достаю, пересматриваю, перебираю. Какую-то часть выбрасываю, то, что мне уже не надо. Но обычно выбрасываются те материалы, которые, например, я хранила лоскутки ткани, которые думала куда-то там, возможно, я приспособлю. Но если я за год их не использовала и уже посмотрела на них новым свежим взглядом, и они мне не нужны, я избавляюсь от такого мусора. Или, например, у меня есть коробочка, где остатки пряжи. Когда я только начинала вязать, я старалась экономить на каждом сантиметре пряжи, чтобы минимизировать отходы. Оставляла для пришива маленькие ниточки, чтобы, не дай бог, там не расходовать какой-то там лишний сантиметр этой ниточки. Сейчас я, как сказать, не запаслась, а у меня такое количество материала, что я не экономлю уже на этом, поэтому все, что я там остатки там по 2 метра оставляла, все это выбрасывается, потому что у меня достаточно хорошего нового материала. Теперь я особо не экономлю, ну, именно на пряже. Так, здесь еще немножечко влажновато. Что я делала за этот период? За этот период я сделала несколько игрушек, пару зайцев, которые уже отправили в свой новый дом. Я вам их не снимала, не показывала. Вот такое получается у меня какое-то длинное сегодня видео. Но я сделала одного интересного зайку, необычного, и одну балерину, которая вообще не думала, что я буду возвращаться к ней. Итак, зайка. Связался у меня вот такой зайка радужный. Что хочу сказать, что игрушки покупают не только для детей. Все чаще у меня есть заказы, которые покупают на сувенир, как подруги, взрослым уже деткам, которым по лет 20, для украшения девчачьей комнаты, или просто кто-то коллекционирует заек, мишек или любую другую игрушку. Она будет просто сидеть на полочке и украшать. Есть игрушки, которые особенные, нестандартные. Вот как, например, этот зайчик. И у меня сейчас появились заказчики из-за границы, с Европы и с Америки, для которых нужны другие варианты. Например, радужный
зайка. И у меня была балеринка темнокожая, которую я думала, что это единичный заказ, и я вряд ли уже буду такое вязать. Но, как оказалось, такие балерины тоже пользуются спросом. И теперь я связала еще одну. Первая была в пудровом платье, это в сиреневом, в лавандовом. Ой, она мне очень нравится. Вообще балерины мне нравятся, я их обожаю. Ну, здесь очень красивое сочетание именно темной девочки с лавандовой юбкой. Смотрится вживую очень красиво. Она такая же, как и прошлая, только здесь я добавила из этой же пряжи цепочка из воздушных петель, которую я завязала маленькими бантиками, и на конце у нее маленькие бусинки. Так я решила разнообразить и украсить эту девочку. Получилась замечательная куколка. И знаете, что-то мне подсказывает, что это не последняя темнокожая девочка. Вот так она выглядит. Юбку я сделала на лавандовой ленточке. Сзади большой бантик с большими хвостиками, смотрится замечательно. Вот такие игрушечки у меня на этот момент связались. Что дальше? Дальше все-таки, наконец-то, возможно, я закончу свой эксперимент с погремушками и все-таки возьму себя в руки и доделаю их. Потому что я уже сказала, что сейчас у меня энергия на нуле, очень жарко, и, не знаю, жара на меня действует, вот так вот выбивает меня из колеи. Напишите мне, пожалуйста, какое время года вам для вязания больше всего подходит. Мой сезон — это осень, это зима, когда хочется проводить больше времени дома. Вот сейчас мне хочется больше сидеть где-то на лавочке, пить холодный кофе и просто наслаждаться ветерком и теньком. Знаете, даже кондиционеры дома, ну, меня не спасают. Вот такое было длинное видео разговорное. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время в моей компании.